сегодня самый для меня важный, интересный урок. Почему? Все осложнения, которые мы получаем с вами при работе агрессивными аппаратными технологиями, будь то аблятивные лазеры или аблятивные фракционные РФ, это всегда непонимание процессов регенерации заживления. Тем более, что во второй школе мы заявили с вами особенности регенерации у пациентов разных возрастных групп. Значит, для нас имеет значение, ну как же происходит восстановление ткани после плоскостных процедур, когда мы снимаем кожу, или после фракционных процедур, когда мы высверливаем или коагулируем ткань. Все имеет свое значение, и я считаю, что у нас с вами цель абляционных процедур, будь то полным лучом, то есть когда мы снимаем эпидермис, будь то фракционных, когда мы высверливаем кожу, мы уже видели с вами особенности этих процедур и разбирали на прошлом занятии, уделила им даже больше времени, чем заявила. И, конечно же, мы знаем особенности неаблятивных процедур, мы знаем, чем они отличаются. Так вот, для чего мы их делаем? Мы садоводы. Мы садоводы, мы удаляем с вами ненужное для того, чтобы вырастить красивую молодую кожу, красивую молодую дерму, прорастить сосуды, удалить то, что нас выдает наш с вами возраст, наши проблемы, хроно- и фотостарение. Поэтому, конечно же, чтобы быть цветущей и быть в состоянии весны, надо избавиться от осени и зимы, надо содрать кору, надо удалить ненужные ветки, надо убрать ненужные корни, то есть нужно все это обновить. Ну, процесс обновления, это все легко, как говорится, сделать. Процедура абляционного полным лучом и фракционным удаления, она не сложна. Как говорится, в умелых руках все зажигается. Но самое главное для нас это все-таки как же получить результат. Почему? Потому что в следующих темах, которые мы будем разбирать, у нас будет осложнение абляционных и неабляционных процедур, полным лучом и фракционным. У нас будут возрастные особенности, у нас будут профилактики, реабилитация. Но вот сейчас, если мы не понимаем с вами процесс и фазы воспаления, если мы не понимаем с вами, что происходит и как задействованы между собой клетки, и как выглядит пациент, это норма или патология, можно сказать, мы не понимаем ничего. И когда вы присылаете фотки и говорите: доктор Ира, а это нормально, у нас вот так протекает процесс, и я спрашиваю, какие сутки, какая фаза, какие параметры, и вы должны, конечно же, мне ответить, потому что когда мы с вами говорим о том, что существует 3 фазы воспаления, 3 фазы повреждения, когда мы говорим о фазе альтерации, то бишь воспаления, пролиферации, ремоделирования, мы прекрасно понимаем, что пациент выглядит в этих фазах по-разному. И, естественно, мы должны четко понимать, что является нормой, а что является патологией. При этом у нас есть аблятивные методы полным лучом, у нас есть методы аблятивные, фракционные, и у нас есть неаблятивные методы, то бишь в которых нет повреждения эпидермиса и рана формируется внутри ткани. Так вот, если мы говорим о процессе воспаления, я нашла очень красивые презентации, какие-то слайды взяла, мы всегда говорим о том, что это комплекс физико-химических изменений, комплекс, который сопровождается определенными симптомами. Связано это, естественно, с изменением микроциркуляции, проницаемости сосудов, появлением отека, миграцией лейкоцитов, фагоцитозом. Это самая главная фаза, фаза альтерации или воспаления. Но у нас есть фазы пролиферации, в ходе которых мы получаем активное размножение, естественно, клеток, выделение, синтез ими, например, фибробластами коллагена, эластина и формирование красивой поверхности, ровной гладкой эпидермиса или уплотнение дермы. Конечно же, надо отметить, что именно первая фаза, в ходе которой мы отмечаем с вами отек, эритему, боль, изменение функции, она при различных методах, различных технологиях, полным лучом и фракционным, дает нам совершенно разные виды повреждения, разные виды проявления этих повреждений. Поэтому, посмотрите, когда мы работаем полным лучом, когда мы проводим процедуру пилинга, так называемого, а чем пилинг отличается от шлифовки, это количество удаленных клеток. Так вот, когда мы говорим о том, что мы снимаем какой-то пласт клеток, то есть мы заставляем подлежащие отделы эпидермиса активно делиться и, естественно,
восполнять тот процесс, тот объем клеток, который мы удалили. Ну, естественно, что мы, как говорится, делаем травму во благо. Но у нас есть такое понятие, что при плоскостных методиках, когда мы выравниваем эпидермис, мы запускаем процессы на уровне естественного эпидермиса. Мы не обновляем напрямую дерму, мы опосредованно за счет провоспалительных цитокинов будем улучшать ее внешний вид, уплотнять, но мы никогда не используем пилинги для улучшения качественных характеристик дермы. Слишком дорогая плата. Почему? Потому что, естественно, большая площадь повреждения, и, как мы прекрасно понимаем, зная строение эпидермиса, зная состояние клеток лангерганса, мы прекрасно понимаем, что за большой площадью повреждения стоит длительный процесс восстановления. Мы сами прекрасно понимаем, что у нас чем глубже повреждение, тем восстановление будет идти из стволовых клеток, естественно, не базальной мембраны, а волосяного фолликула и зоны Балч, там, где находятся, естественно, стволовые клетки. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас есть регенеративный потенциал клеток эпидермиса, и мы не можем бесконечно с вами проводить пилинги, это действительно так и состоит в этом проблема. И мы видим с вами, что когда мы удаляем определенный пласт клеток, у нас изменяются процессы чего? Деления их на базальной мембране. И если у нас в норме с вами происходит здоровая неповрежденная ткань, у нас ослабление десмосом нежелательно, то в ткани, которая подвергается изменению, у нас, конечно же, процессы восстановления идут за счет периферической эпителизации. У нас начинается мигрирование клеток по периферии, то есть наползание из вот этих боковых поверхностей, и только когда выравнивается эпидермис, начинает уже непосредственно, закрывается, вернее, раневой дефект, начинается уже делиться клетки, непосредственно находящиеся ниже. Почему? Потому что вот здесь у нас стоит основная задача, конечно же, расслабить междосмосомальные промежутки. Естественно, нам необходима периферическая эпителизация, то есть наползание именно с периферии, деление, и, конечно же, за счет этого у нас происходит восполнение данного дефекта. То есть именно то, что в норме является неприемлемым, это ослабление межклеточных связей, уже непосредственно, когда мы говорим о повреждении при выполнении пилингов, естественно, это является для нас что? Спасением. И поэтому у нас, естественно, сначала образуется монослой клеток на поверхности раны, а затем уже они начинают дифференцироваться и делиться из глубины на поверхность. Поэтому у нас поверхность всегда после пилинга, после отпадения корочки, какая будет, конечно же, тонкая. И, конечно, чем толще повреждение, чем глубже, вернее, чем глубже повреждение, тем восстановление идет под чем? Под чем? Под корочкой. Почему? Потому что нам необходимо создать условия для, как бы, закрытую часть для восстановления глубины повреждения. И, конечно же, этот процесс и будет связан с тем, что у нас есть понятие, что после пилинга в зависимости от глубины восстановление идет под корочками, а если у нас, как мы говорим о шлифовке, когда мы снимаем весь эпидермис, у нас восстановление идет под коркой. И восстановление идет уже из каких зон? Конечно же, из зоны Балч и из зоны стволовых клеток волосяного фолликула. Поэтому мы прекрасно с вами понимаем, что именно особенности состояния стволовых клеток эпидермиса будут иметь значение, именно их зрелость, их функциональная активность. И поэтому, когда мы с вами работаем и говорим о том, что пилинги проводятся с определенной очередностью, интервал между ними должен быть, если нам нужно быстро обновить, не раз в 2 недели, но если мы хотим выполнить процедуру более щадяще для пациента, более активно, более безопасно. Что значит активно? С сохраненным регенеративным ресурсом мы должны выполнять ее раз в 2-3 месяца. Понимаете, когда вы ставите плоскостные процедуры во главу угла обновления клеток эпидермиса, вы должны понимать, что это всегда очень сложный процесс восстановления, и это истощение регенеративного запаса клеток. Поэтому будьте внимательны в этом случае.